Так много людей хотят потока в своей жизни, хотят испытать легкость, в которой все движется и раскрывается вокруг них как результат их присутствия. И все же большинство людей тратят большую часть энергии своего осознанного внимания, цепляясь за известное. Почему? Все просто. Мозг — это летопись прошлого. Это артефакт всего, что вы узнали и пережили к настоящему моменту. Это значит, что когда вы просыпаетесь утром и не отождествляете себя с неизвестным видением будущего, вы остаетесь со старыми схемами вашего мозга в прошлом. Так что вы продолжите думать из прошлого. Точно так же, если, просыпаясь утром, вы верите в свое прошлое больше, чем в свое будущее, это значит, что, проснувшись утром, вы возвращаетесь к своим чувствам. Вы видите тех же людей, идете в те же места, делаете те же вещи. И именно ваше окружение влияет на то, как вы думаете и чувствуете. До тех пор, пока ваши мысли и чувства направлены только на то, что вам известно в окружающем мире, в вашей жизни не будет потока, будет происходить все то же самое. И тогда, просыпаясь утром, вы пытаетесь нащупать знакомое чувство, называемое «я», а оно при этом ослабло. Вполне нормально, что вы будете чувствовать себя плохо, ощущая стыд, вину и никчемность. Вы просто свыклись жить с этим. Эти чувства — запись из вашего прошлого, потому что все чувства и эмоции — конечный продукт прошлого опыта. Поэтому, когда вы просыпаетесь утром и переживаете эти эмоции, которые направляют ваши мысли, по самой природе понятия эмоций, вы мыслите прошлым. Так что если вы мыслите прошлым, не ожидайте, что в вашей жизни произойдет что-то новое, потому что в ней нет потока. Большинство людей цепляются за знакомое, известное и предсказуемое. Их притягивает определенность, потому что неизвестность их слишком пугает. Она весьма непредсказуема. Они предпочтут держаться за свою вину, чем шагнуть в неизвестное. Они предпочтут жить в страхе, чем поверят в возможность. И они будут рационализировать и говорить все, что угодно о будущем, которое они хотят испытать. Они будут использовать 5% своего сознательного ума, пробуя, желая, надеясь, вожделея и стараясь притянуть результаты в свою жизнь. Но если подсознательно они запрограммированы на недостаток и никчемность, то их разум и тело противоречат друг другу. В их жизни нет потока. Мы попадаем в поток, только делая шаг в неизвестность, при этом не имея возможности предсказать исход. Конечно, это некомфортно. Да, в этом есть неопределенность. И, конечно же, есть в этом некая непредсказуемость. Но именно в этой пустоте, в этой неизвестности и происходит волшебство. И если вы научитесь жить в неведомом, вы перестанете отдавать свое внимание и энергию прошлому и начнете переводить свой взгляд в новое будущее. И только преодолев себя, мы можем увидеть новое будущее. Потому что, по большей части, люди воспринимают свою жизнь неврологически, эмоционально, химически, сквозь призму своего прошлого. Только когда человек выходит за пределы себя, он начинает видеть возможное. И когда он действительно выходит за пределы себя хотя бы на мгновение и начинает думать о желанном и прекрасном будущем, пребывая при этом в неизведанном, со страстью предаваясь своему намерению, и сфокусировавшись на этой возможности, человек поистине начинает создавать опыт или событие в своем уме. И этот умозрительный опыт начинает производить эмоцию события еще до того, как оно состоится. Именно акт принятия этой эмоции, еще до того, как опыт будет пережит, способствует тому, что мозг и тело начинают переходить от жизни в прошлом к жизни в будущем. И ваше тело химически и эмоционально пробует будущее на вкус. Ну и что с того, что вы делали что-то изо дня в день? Это перенос вашей энергии из прошлого в неизвестное будущее. Это потребует от вас веры в свое будущее, которого вы пока не видите и не ощущаете.
но вы подумали о нем достаточно много раз, что ваш мозг буквально изменился так, что он видит будущее в уже происшедшем. Последние исследования в области нейропластичности говорят, что это вполне возможно. Вы начинаете формировать нейронные сети в вашем мозге так, что он видит некое событие уже произошедшим, просто благодаря этой мысли. Если вы можете начать репетировать то, что собираетесь сделать, со всем своим богатством, свободой, изобилием, любовью, то этот акт мысленной репетиции, того, кем вы станете, когда вы взглянете в это будущее, продолжит расширять нейронные сети в вашем мозге, чтобы вы могли действовать соответственно своему намерению. И если вы продолжите пересматривать его достаточно часто, оно станет вашей программой, которая станет вами, основой вашей личности. Но тут есть сложность. Она в том, что нужно начать учить свое тело на уровне эмоций, тому, как будет ощущаться ваше будущее до того, как оно произойдет. Вспомним о материалистах. Людях, которые определяют реальность чувствами. Обычно они ждут проявления изобилия и уже тогда благодарят. Или ждут новых отношений, чтобы почувствовать любовь, или исцеления, чтобы почувствовать целостность. Они ждут, когда их внешняя среда изменится, чтобы восполнить нехватку чего-то внутри себя. Такова человеческая природа, это естественно. Но чтобы стать сверхъестественным, вы должны развернуть этот процесс. Потому что когда вы начинаете чувствовать эмоцию события до того, как оно произойдет, та эмоция, которую вы принимаете, начинает сигнализировать по-новому новым генам, которые физически изменят ваше тело. Так что вы воспринимаете события как уже происшедшие. Исследования в области эпигенетики говорят, что вы можете выбирать и обучать новые гены до того, как окружающая среда изменится фактически. Что же это означает для вас? Это значит, что в момент, когда вы начинаете чувствовать изобилие, начинаете чувствовать себя достойным, вы только начинаете подготавливать свое тело к этому опыту. Чем больше вы любите себя, чем больше вы любите жизнь, тем больше ваш опыт будет соответствовать этому. Чем больше вы чувствуете себя цельным и достойным, чем больше вы чувствуете благодарность, тем скорее начнется ваше исцеление. Изменение этого процесса и начало нового дня в ином состоянии означает, что вам нужно будет поддерживать это измененное состояние бытия и тела в течение дня. Это жизнь в неизвестном. Теперь, когда вы все делаете правильно, вы вибрационно соединитесь с будущим, а растянув этот процесс на долгое время и вложив свою энергию в новое будущее, рано или поздно вы начнете видеть обратную связь в своей жизни. Обычно эта обратная связь приходит не так, как вы ее ожидаете, удивляя и заставая вас врасплох. Вот что такое неизвестность. В вашей жизни начинает происходить синхронистичность и совпадение, как результат того, что вы просто думаете о чем-то. Именно привычность этого образа мышления, легкость принятия возможности, доверие неизвестному или будущему позволяет Вселенной планировать в соответствии с вашими намерениями и вашей энергией. Так что, тогда, когда этот поток появляется в вашей жизни, и вы начинаете доказывать себе, что именно вы творец своей жизни, а не жертва обстоятельств, то я надеюсь, когда произойдет нужное событие, и вы окажетесь втянуты в энергию и эмоцию того, что вы только что создали, и ваше сердце будет открыто, и вы не почувствуете никаких ограничений, вы ощутите себя достойным, радостным, и возьмете эту энергию и вложите ее в свой следующий опыт. Наши душевные ограничения равны лишь нашему воображению. Наши исследования показывают, что когда вы объединяете четкое намерение, то есть четкое видение того, что вы хотите осуществить в своем будущем, и сочетаете это с возвышенным чувством, идущим от всей души, чувством благодарности или вдохновением, чувством радости или свободы, то именно это сочетание ясного намерения и возвышенного чувства
начинает передавать новую информацию в квантовое поле. И чем дольше вы сможете ощущать это состояние бытия, тем больше происходит удивительного. Ваше тело будет притягиваться к новому событию или к новому будущему в вашей жизни. Или еще лучше, это событие начнет течь навстречу вам. И тогда вопрос, который нам нужно задать себе: что мы день за днем передаем в квантовое поле? И это третий момент. Потому что характер эмоций, которые вы испытываете, когда реагируете на обстоятельства в вашем мире, это и есть те самые эмоции, которые связаны с вашим прошлым. Первичные эмоции, которые люди испытывают, находясь в состоянии реагирования. Это обычно гнев, агрессия, ненависть, досада, осуждение, зависть, ревность, страх, тревога, беспокойство, чувство вины, стыд и подавленность. Это те эмоции, которые являются производными от гормонов стресса, и они буквально опустошают жизненные силы организма. И когда это происходит, электромагнитное поле вокруг тела преобразует его на химическом уровне. Световое поле вокруг тела начинает уменьшаться. Мы измеряли это. Когда это происходит, и вы делаете это вновь и вновь, у вас не остается энергии создавать новое будущее, не остается энергии для исцеления, не остается энергии для изобилия или проектирования своего нового предназначения, так как вы истощили жизненные ресурсы своего тела. Итак, если вы продолжаете уменьшать электромагнитное поле своего тела, вы становитесь больше материи и меньше энергии, больше частицей и меньше волной. В результате, теперь вы в своей жизни, вы материя, которая пытается влиять на материю. Вы не можете быть в потоке, когда вы материя, пытающаяся влиять на материю, потому что вы отделены от того информационного поля, которое создает поток. Это отделение заставляет нас определять реальность нашими 5 чувствами. Мы говорим: «Я здесь, а моя мечта там». И для того, чтобы мне получить то, что я хочу в будущем, я испытываю определенную нужду или разделенность с тем, чего я хочу. Так что теперь мне придется все контролировать, бороться и форсировать результаты, чтобы постепенно достичь своих целей. Материалисты, определяющие реальность своими чувствами, сказали бы, что у нее нет причин любить жизнь. Она потеряла мужа, работу. Она не могла позаботиться о детях, она была парализована, у нее был рак. У нее были все эти различные обстоятельства, но она сделала выбор. Каждый день она собиралась приводить свое тело в порядок, чтобы жить в будущем, а не прошлом. Она встала перед этими людьми и сказала: «Как я люблю свою жизнь». И я сказал: несомненно, вы создали свою жизнь, как только стали любить ее. Вы сделали этот выбор. Вы преодолели себя. Вы не думаете о прошлом. Вы работаете над собой каждый день. Каждый Божий день вы преодолели себя. Еще чуть-чуть сдаться и убрать аспект ее ограниченного «я», чтобы создать высшее «я», чтобы снять маски и эмоции, которые блокировали поток интеллекта внутри нее. Каждый день она устанавливает контакт с этой силой внутри себя. Рано или поздно она начала получать правильные инструкции, и она стала выздоравливать, стала здоровым человеком, и этот человек для меня — свет во тьме. Чтобы создать новое будущее, нужно четкое намерение и высокие эмоции. Можем ли мы научить людей отказываться от обиды, нетерпения или разочарования, так как в этих эмоциях сердце выбивается из ритма? Иными словами, это похоже на одновременное нажатие на педали газа и тормоза. Организм выбрасывает все эти возбуждающие химические вещества, и ваше сердце бешено колотится, потому что оно считает, что оно в состоянии выживания. И вас преследует хищник. Оно качает кровь в конечности, но вы не бежите, не деретесь, не прячетесь.
Могут ли люди заменить эти вызывающие зависимость эмоций и выживания душевными эмоциями более высокого плана? Наше сердце — это центр полярности, центр двойственности, это место противоположности, это наш созидательный центр. И когда мы живем в стрессе из невидимого энергетического поля, мы черпаем свои жизненные силы и превращаем их в химические элементы. И эта жизненная сила, это невидимое энергетическое поле сжимается вокруг нашего тела. И мы расходуем жизненно важные ресурсы, которые нам нужны для творчества, для исцеления. И мы чувствуем себя больше материи, пойманной в ловушку пространства и времени, чем энергии, связанной с чем-то большим. Но когда сердце начинает функционировать более когерентно, оно излучает очень хорошо измеряемое магнитное поле когерентного состояния. Это магнитное поле является энергией. И энергия есть частота, а любая частота несет информацию. И тогда люди начинают накладывать свои когерентные мысли на эту когерентную энергию. Сочетание когерентности мозга и сердца начинает изменять энергию человека. И когда у людей меняется энергия, у них меняется жизнь. А когда энергия проникает в самое сердце, она начинает усиливать энергию, поступающую в мозг. И мозг начинает включаться. Мы проводили измерения, чтобы доказать эту связь. Многие говорят: «Я хочу изобилия в своей жизни», «Я хочу новых отношений», или «Я хочу быть свободным». И они принимают решения, основанные на нужде, которые испытывают из прошлых отношений или обстоятельств, когда у них не было денег, или из ситуаций в их жизни, когда они чувствовали себя подконтрольными. И вот теперь они хотят противоположного тому, что у них было. Очень немногие люди уделяют время тому, чтобы задуматься, что значит быть богатым, поразмыслить о том, что значит быть здоровым или счастливым, или свободным. Уделить больше времени тому, чтобы хорошенько подумать, какими могут быть по-настоящему здоровые отношения. Именно этот акт размышления начинает строить неврологическую архитектуру вашего мозга в приготовлении к этому опыту. Таким образом, чем больше вы уже знаете о будущем, которое хотите объять, тем более осознанно вы сможете создавать результат. Многие говорят: «Я хочу быть богатым», или хотят новых отношений, или хотят свободы. Но у них нет той нейронной схемы, чтобы хотя бы понять, или тем более сотворить желаемое. Так почему же это так существенно? Потому что если вы действительно собираетесь создать будущее, то чем больше вы будете знать о будущем, которое собираетесь творить, тем богаче будет ваше воображение. Чем богаче ваше воображение, тем дольше вы уделяете свое внимание этому будущему и пребываете в намерении. И когда вы создаете это будущее, вы начинаете с того, что устанавливаете неврологическую прошивку в вашем мозге так, чтобы она видела будущее уже произошедшим. Для этого вы достаточно много о нем думали. Процесс активации и перепрошивания, изменений и создания сетей в вашем мозге превращает аппаратную часть в программное обеспечение. В результате этого вы начинаете непринужденно думать как богатый человек. Вы начинаете вести себя как влюбленный в себя и в жизнь. Вы начинаете чувствовать больше свободы в вашем мире. И то, как вы думаете, как вы действуете, и то, что вы чувствуете, и есть ваша личность. А ваша личность напрямую и глубоко связана с вашей личной реальностью. Так что не верьте мне на слово. Попробуйте сами. Станьте учеными своей собственной жизни. Выделите время в вашем полном дел дне и отключитесь от обстоятельств вашего внешнего окружения. Закройте глаза, включите легкую тихую музыку на заднем плане или создайте звуковой барьер берушами. Усадите свое тело, вместо того, чтобы поднимать его и заставлять его что-то делать, что-то ощущать, чувствовать одни и те же эмоции каждый день. Усадите его. Пусть оно побудет в одном месте. И скажите ему, что когда вы все сделаете, вы позволите ему встать. Выйдите за пределы своей личности, за пределы своих прошлых эмоций и своих ожиданий будущего. Устройтесь в настоящем мгновении. Начните по-настоящему строить свое будущее. Сообщите своему телу на уровне эмоций, каким будет это будущее.
Когда вы начнете видеть плоды своего труда воочию, вы докажете себе, что вы в вашей жизни больше не жертва, что вы творец своей жизни. И когда вы достигнете этой точки, где внезапно испытаете поток, и где ваше сердце открыто, вы будете охотнее доверять неизвестному и будете доверять будущему больше, чем вы доверяли и верили своему прошлому. Только что я говорил, что для получения желаемого результата надо привести мысли в соответствие с чувствами, а затем перестать заботиться о конкретных деталях его достижения. Это прыжок в неизвестность, и чтобы вместо однообразных предсказуемых результатов наша жизнь наполнилась радостью новых ощущений и квантовых сюрпризов, мы должны его совершить. Но чтобы желания воплотились в реальность, нам потребуется еще один прыжок в неизвестность. Когда вы обычно испытываете благодарность? Скорее всего, вы ответите: «Я благодарен за мою семью, за то, что у меня есть дом, друзья, работа». Что объединяет все эти вещи? То, что они у вас уже есть. Как правило, мы благодарны за то, что уже произошло или присутствует в нашей жизни. Нас с вами заставили считать, что нельзя радоваться без причины, испытывать благодарность без повода, чувствовать любовь без достаточных на то оснований. То есть наше внутреннее состояние зависит от внешних факторов, модель Ньютона в действии. Новая же модель реальности требует от нас квантовых созидателей, совершить внутренние изменения на уровне мозга и тела, мыслей и ощущений, не дожидаясь, пока органы чувств зафиксируют какие-либо внешние изменения. Можете ли вы быть благодарны за желаемое событие и радоваться ему еще до того, как оно произойдет? Можете ли вообразить будущую реальность настолько живо, чтобы погрузиться в нее уже сегодня? В терминах квантового созидания, можете ли вы быть благодарны за то, что существует в квантовом поле в качестве потенциала, но пока не материализовалось? Если да, значит вы вышли за рамки причинности, в зависимости от внешних факторов, для совершения внутренних изменений, и научились сами вызывать желаемые следствия, меняться изнутри и этим воздействовать на внешний мир. Испытывая благодарность, мы сигнализируем полю, что то или иное событие уже произошло. Но только благодарность не должна оставаться на уровне мыслей. Нужно и чувствовать себя так, словно то, чего мы хотим, уже присутствует в нашей жизни. В этом случае тело, которое воспринимает только чувства, уже сейчас испытает эмоциональное переживание будущего события. Знаете ли вы об этом или нет, но вы постоянно излучаете информацию в квантовое поле и одновременно с этим получаете информацию из квантового поля. Вы — вибрационное существо, постоянно излучающее энергию. Если вы живете одной и той же эмоцией каждый день, а эмоции — это химические последствия прошлого опыта, то вы застреваете в прошлом. И если вы направляете свое внимание на эти эмоции, то куда вы направляете свое внимание, туда вы вкладываете и свою энергию. Чем больше вы сосредотачиваете внимание на своих эмоциях, тем больше энергии вы направляете в прошлое. Поэтому первое правило: если ваша энергия в прошлом, то в будущее ваша энергия не течет. И все остается по-старому. Так что, если взять эту мысль и начать экстраполировать ее, станет ясно, чтобы изменить свою жизнь и создать поток, вам следует изменить свою энергию. Итак, как вы излучаете энергию?
Ваши мысли передают информацию в квантовое поле. Именно они влияют на это поле, влияют на информацию в нем. Представьте это как электрический заряд в квантовом поле. Чувства же, которые вы испытываете или выражаете, возвращают вам информацию или опыт. То есть эмоция является своеобразным магнитным зарядом, который создает то, что называется притяжением. Все притягивается к вам. И сочетание того, как вы думаете и как вы себя ощущаете, передает электромагнитные формы, которые начинают влиять на абсолютно все аспекты вашей жизни. Поэтому для того, чтобы создать желаемое в потоке вашей жизни, вы должны отправить информацию и совместить ее с эмоцией, которую вы испытаете еще до того, как само событие собственно произойдет. Иными словами, если вы сможете принять эмоцию своего будущего до того, как оно появилось, вы начнете течь или создавать встречный вам поток новых событий, новых возможностей, новых обстоятельств, совпадений, синхронистичности, текущих к вам, а не достигаемых вашими усилиями. Что общего между состоянием бытия и лазером? Эта параллель поможет проиллюстрировать еще одно правило, необходимое для изменения жизни. Лазер — это сигнал с высокой когерентностью. Говоря о когерентном сигнале, физики имеют в виду, что этот сигнал состоит из волн, находящихся в одной фазе. Их впадины, низшие точки, и гребни, высшие точки, совпадают. А при совпадении волн их мощность значительно увеличивается. Волны, из которых состоит сигнал, либо совпадают, либо не совпадают. То есть либо когерентны, либо некогерентны. Тоже относится к мыслям и чувствам. У вас наверняка бывали случаи, когда, пытаясь создать что-либо силой мысли, вы сознательно убеждали себя в успехе, но в глубине души все же не верили в него. И что вы получали, отправив миру этот некогерентный противофазный сигнал? Ничего. Вспомните результат, полученный Центром математика сердца. Квантовое созидание действует только при условии согласованности мыслей и чувств. Когерентность значительно усиливает мощность волн сигнала, и точно так же согласованность повышает эффективность мыслей и чувств. Когда четкие, сфокусированные мысли о цели сопровождаются глубокой эмоциональной вовлеченностью, вы посылаете более мощный электромагнитный сигнал, который притягивает вас к той из потенциальных реальностей, что соответствует вашим желаниям. Если ваши намерения и желания не приводят к стабильным улучшениям, вероятно, вы посылаете в поле некогерентный смешанный сигнал. Вы можете желать богатства и думать денежные мысли, но если вы ощущаете себя бедным, вам никогда не привлечь в свою жизнь финансовое изобилие. Почему? Потому что мысли — это язык мозга, а чувства и ощущения — язык тела. Вы думаете одно, а чувствуете другое. А если мозг и тело посылают противоречивые сообщения, квантовое поле не даст внятного ответа. Когда же мозг и тело действуют сообща, когда мысли соответствуют чувствам, мы переходим в новое состояние бытия, и сигнал, который мы посылаем по невидимым каналам, является когерентным. Почему квантовые результаты должны быть неожиданными? А теперь поставим на место еще один фрагмент головоломки. Чтобы изменить реальность, нам меньше всего нужно знать, как именно материализуются заказанные результаты. Пусть они удивят и прямо-таки ошеломят нас. Нет нужды предсказывать, в какой форме проявятся плоды нашего созидания. Их задача — застать нас врасплох и пробудить ото сна,
которым является привычная реальность. Эти проявления не должны оставлять никаких сомнений в том, что мы вступили в контакт с разумным квантовым полем и вдохновлять нас на новые дерзания. В этом и состоит радость созидания. Почему квантовые изменения должны удивлять? В событиях, которые можно предсказать, нет ничего нового. Они привычны и происходят на автомате. Такое бывало с вами уже 1000 раз. Если вы смогли предсказать события, значит, ваше старое «я» создало старые, хорошо известные результаты. Фактически, пытаясь контролировать исход дела, вы переходите на позицию Ньютона. Классическая Ньютонова физика была построена на причинно-следственных связях и пыталась прогнозировать и предсказывать развитие событий. Что означает переход на позицию Ньютона применительно к нашей способности к созиданию? Это передача контроля над внутренним миром, мыслями и чувствами, миру внешнему. Это возвращение к механизму причины и следствия. А нужно наоборот. Сначала изменить внутренний мир, привычные мысли и чувства, и затем наблюдать за реакцией внешнего мира. Стремитесь к созданию неведомого, совершенно нового будущего. И вы будете приятно удивлены, когда совершенно неожиданно с вами начнут происходить благоприятные события. Вы только что стали квантовым созидателем. Вы вышли за рамки причинности и научились вызывать желаемые следствия. Удерживайте четкое намерение достичь задуманного, но детали его исполнения оставьте непредсказуемому квантовому полю. Пусть оно само позаботится о том, чтобы событие вошло в вашу жизнь наиболее подходящим для вас образом. Если и можно чего-то ожидать, то только самого неожиданного. Подчинитесь квантовому полю, доверьтесь ему и позвольте желаемому событию произойти вне вашего контроля. Для многих это самая сложная часть процесса, так как мы, люди, всегда стремимся контролировать будущее, пытаясь воссоздать прошлое. Вы просыпаетесь каждое утро и чувствуете то же самое, что и раньше. Во-первых, это значит, что ничего нового не происходит в вашей жизни. А если эти чувства и эмоции, которые и есть конечный продукт прошлого опыта, управляют вашими мыслями и поведением, если вы будете думать и действовать как раньше, то вы станете предсказуемым. Затем эти эмоции вызывают определенные мысли, и эти мысли создают определенные эмоции, а эти эмоции движут определенные мысли. То повторение этого цикла мыслей и чувств начинает создавать состояние бытия. Другими словами, мысли являются языком мозга, а чувства являются языком тела. А от того, как вы думаете и что вы чувствуете, формируется состояние бытия. Большинство людей имеют опыт жизни, который отпечатывается в них эмоционально. Они чувствуют страх, они чувствуют гнев, они боятся горечи, чувствуют разочарование, неуверенность. Эти эмоции становятся частью их идентичности. Поэтому, когда возникают определенные мысли, то мозг работает по своей схеме. Это равносильно их незащищенности, и они чувствуют себя неуверенно. И когда они чувствуют себя небезопасно, их мысли о еще большей беззащитности, которые ведут к выбросу химических реакций, вызывающие ощущение незащищенности. И повторение этого цикла с течением времени приучает организм к подсознательной идее, что вы не уверены в себе. И тогда человек говорит: «Я не уверен в себе». И всякий раз, когда вы говорите «я», вы даете команду вашему разуму. Итак, биология большинства людей, по большей части, это их прошлое. И поэтому, если вы не определены видением будущего и новых возможностей в вашей жизни, вы просто остаетесь со старой схемой в мозге и старыми эмоциями из прошлого. Когда вы начинаете думать о новых возможностях, ваш мозг начинает выстраивать новые последовательности, новые модели и новые комбинации. Вы планируете свое поведение.
и начинаете умственно репетировать то, кем вы будете в этой жизни. Простая мысленная репетиция начинает устанавливать неврологические цепи в мозге. Ваш мозг воспринимает, как будто это событие уже произошло. Если вы постоянно думаете те же мысли и в той же последовательности, то вы программируете себя. Теперь ваш мозг уже не запись прошлого. Теперь это карта будущего. И тогда нужно начать эмоционально охватывать ваше будущее еще до того, как это произойдет в жизни. Другими словами, вы не дожидаетесь вашего исцеления, вы его ощущаете. Вы же не ждали новых отношений, чтобы чувствовать любовь. Не ждали мистического момента, чтобы почувствовать трепет. Вы не ждали своего успеха, чтобы укрепить самооценку. Это старая модель реальности, причины и следствия. В ожидании чего-то вне вас, чтобы изменить что-то внутри вас. А потом, когда мы чувствуем изменения внутри нас, мы обращаем внимание на кого-то, чего бы нам ни стоило это воспоминание. Вот как мы создаем ассоциативные воспоминания. Но эта модель заключается в том, чтобы вызвать эффект, а это значит, что вы должны испытывать благоговейный трепет перед мистическим моментом. Вы должны стать увереннее. Для того, чтобы создать свой успех, вы должны чувствовать свою целостность, для того, чтобы выздороветь. Вы должны чувствовать любовь к себе и любовь к жизни, для того, чтобы иметь любовь в вашей жизни, для того, чтобы потом объяснять людям, как научить свой организм эмоционально, что будущее можно почувствовать, прежде чем оно произойдет. И если они делают это правильно, то их тело, как и подсознание, начинает верить, что живет в этой будущей реальности, в настоящий момент. И они начинают давать команду новым генам и новым способам, которые начинают менять организм, как будто некое событие уже произошло. Таким образом, вы можете выбрать новый потенциал в квантовом поле. Безграничные потенциалы в квантовом поле, и начать эмоционально принимать реальность будущего, прежде чем она наступит в такой степени, что ваше тело на подсознательном уровне поверит, что живет в этой будущей реальности в настоящий момент. И вы меняете свое тело силой мысли. Теперь, если есть вещественные доказательства неврологических, биологических, химических, генетических процессов в вашем мозге и теле, кажется, что это уже произошло. Расслабьтесь, потому что опыт обязательно найдет вас, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вот в этом-то и есть весь смысл. Все должно происходить таким образом, каким мы меньше всего ожидаем, потому что если мы его ждем, в этом нет ничего нового. Мы уже это переживали. Он должен поймать нас врасплох, он должен нас удивить. И это не должно оставить никаких сомнений в том, что мы сделали внутри нас. Это производит некоторый эффект вне нас. И тогда мы можем связать эти изменения, которые произошли внутри нас, с эффектом, который отразился снаружи нас. И, конечно же, неизвестное не имеет ничего общего с чем-то страшным и опасным. Оно связано с опытом, который создает чувство благоговения, удивления, свободы и радости. Чувства, которые вызывают у нас вопросы о самой природе реальности. Ведь когда вы в потоке, вы связаны с чем-то большим, чем вы сами. Когда вы вне потока, вы чувствуете себя отделенным от этого поля. А когда вы переживаете отделение, то именно в нем и лежит нужда. Отделение — это двойственность. И, конечно же, мы ждем чего-то извне, что изменило бы наше внутреннее самочувствие. И это называется быть жертвой. Настоящий акт преодоления самого себя каждый день заключается в осознании ваших подсознательных мыслей. Записывайте их. Это те мысли, которые не дают вам влиться в поток. Ловите себя в те моменты, когда говорите бессознательно. Обратите внимание, как вы себя ведете, и начните замечать свои неосознанные привычки. Осознайте их настолько, что осознанность станет вашим вторым «я». И, наконец, взгляните на эмоции, удерживающие вас якорем в прошлом, и отметьте их, назовите их по имени. Вы можете вдруг осознать, что испытываете ненависть и вину всю свою жизнь, даже не подозревая этого. Вы переживали эти чувства, потому что вам казалось, что это и есть вы. В тот момент, когда вы можете назвать это чувство, осознать его, и посмотреть на себя глазами кого-то другого,
Этот акт наблюдения за состоянием ума и тела будет означать, что вы больше не эти программы. Вы станете сознанием, которое наблюдает за программами. Вот тут-то вы и начнете отключаться от старого «я». Это действие перенесет вас в пространство возможностей. Не как квантовую частицу, а как квантовую волну, где есть все возможности. И помните, чем дольше вы пребываете в возможности, чем дольше вы пребываете в неведомом, тем больше новых открытий вы сотворите в своей жизни. Попробуйте. Осознайте красоту опыта. Она заключается в том, что опыт всесторонне обогащает наш мозг. На самом деле, в процессе накопления опыта группы нейронов и джунгли синапсов начинают организовываться в нейронные сети, закрепляя философские выводы и интеллектуальную информацию. И в момент, когда эти нейроны начинают организовываться в сети, мозг производит химическое вещество, которое ощущается чувством или эмоцией. И в момент, когда вы начинаете переживать эмоции от нового опыта, которые могут выражаться чувством изобилия, свободы, вдохновения, сострадания или любви к жизни, это как раз тот момент, когда вы учите свое тело химически понимать то, что ваш ум понял интеллектуально. Так что если знание для ума, то опыт для тела. Иными словами, опыт способствует воплощению истины отдельно взятой философии в вашем теле. А это означает, что вы начинаете изменять свое генетическое будущее, переписывать свою биологическую программу. И суть не в том, чтобы сделать это единожды. Суть в умении воспроизводить этот опыт и превращать его в навык. Используя этот навык в жизни снова и снова, непрестанно практикуя его, со временем вы нейрохимически настроите свои ум и тело на работу в полной гармонии друг с другом. Ведь, повторяя одно и то же действие много раз, ваше тело вникнет в него так же, как и ваш разум. Оно становится более естественным в вас. И вот вы уже доводите философию до мастерства. Она становится доступной, действия автоматическими, не надо прилагать никаких усилий. И для вас это становится чем-то обычным. Вы знаете, как это делать, но вы абсолютно не осознаете, откуда у вас это знание. Так вы переходите в новое состояние бытия. Мое любимое занятие, главное увлечение — научить людей переходить от философии к посвящению. И далее к мастерству, от знания к опыту и мудрости, от ума к телу и душе, от размышлений к действиям и жизни, и от пустой зубрежки к практическому обучению и глубокому познанию. Одинаковые мысли ведут к одинаковым решениям. Одинаковые решения к одинаковому поведению. Одинаковое поведение создает одинаковый опыт. Одинаковый опыт вызывает одни и те же эмоции. Одни и те же эмоции влияют на одни и те же мысли. И ваша биология, ваша нейронная сеть, ваша нейрохимия, ваши гормоны и даже экспрессия ваших генов всегда равны тому, как вы думаете, поступаете и чувствуете. А то, как вы думаете, поступаете и чувствуете, называется вашей личностью, которая создает вашу личную реальность. Вот и все. Значит, ваша нынешняя личность, ваше «я», создала личную реальность под названием «ваша жизнь». Не родители, ваш бывший или дети, вы создаете свою жизнь. Если ваша личность создает вашу личную реальность, а вы хотели бы создать новую личную реальность, новую жизнь, тогда вам нужно изменить то, кем вы являетесь. Вам придется изменить свою личность. И это первый шаг к перемене. Потому что вам придется начать думать о том, о чем вы думаете, и изменить это. Вам придется начать осознавать свои бессознательные привычки и поступки и изменять их. Затем нужно посмотреть на некоторые эмоции, которые связывают вас с прошлым. И вам нужно решить, подходят ли эти эмоции моему будущему. Одна из самых больших проблем, которые я обнаружил в процессе личного изменения и трансформации, о том, что многие пытаются творить новую реальность, оставаясь прежней личностью, а это не работает. Вам буквально нужно стать другим. Согласно принципу нейробиологии, нервные клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. Если вы продолжаете думать об одном и том же, продолжаете делать тот же самый выбор, что и накануне, продолжаете вести себя по-прежнему и говорить прежним образом, и такое поведение приводит к прежнему опыту, создающему одни и те же схемы в сети нейронов.
Для знакомого чувства по имени это 5% того, кем вы являетесь к 35 годам. И когда приходит время изменить этот набор программ, люди используют 5% сознательного разума против 95% того, что они запомнили подсознательно. Проблема в том, что можно сколько угодно мыслить позитивно, можно говорить «я счастлив», «я здоров», «я процветаю», утверждать с помощью 5% сознательного разума. Но проблема в том, что тело запрограммировано по-другому. Вы говорите «я счастлив», «я счастлив», «я счастлив», а ваше тело говорит «нет, это не так, ты несчастна, ты несчастен». И эта мысль никогда не пройдет через ствол мозга, чтобы повлиять на тело, потому что разум и тело в оппозиции. Тогда логично, что новые мысли, новая информация, новое знание, ведущее к новому образу мышления, должны привести к новому выбору, который должен привести к новому поведению. Новое поведение должно создавать новый опыт, а новый опыт должен вызывать новые чувства и новые эмоции. И эти новые чувства и новые эмоции должны пробудить новые мысли, и это называется эволюцией. Итак, ваш мозг — это летопись прошлого. Это продукт всего, что вы узнали и испытали на данный момент. Большинство людей, когда они просыпаются утром, первым делом начинают думать о своих проблемах. А эти проблемы — воспоминания, отпечатанные в мозгу, и связаны с конкретными людьми и предметами, определенными местами и временем. Когда они начинают думать о проблемах, которые есть воспоминания из прошлого, они думают о прошлом. Соответственно, так они испытали эти проблемы. Каждая из этих проблем связана с эмоциями. Когда они думают о своих проблемах и чувствуют себя несчастными, отчаявшимися, начинают чувствовать тревогу или страх. Их тело тоже в прошлом, потому что мысли — это язык мозга, а чувство — это язык тела. И то, как вы думаете и чувствуете, создает ваше состояние бытия. Если каждый день вашу жизнь не определяет видение будущего, тогда вы остаетесь с воспоминаниями о прошлом, и ваша жизнь будет предсказуемой. А когда вы начинаете менять поведение и можете получить поведение в соответствии с вашими намерениями, то вы получаете новый опыт. Итак, философия изучения информации создает новые синаптические связи в головном мозге. Вот что такое обучение. Это создание новых схем, воспоминания, поддержание их. Но когда вы берете эту философскую информацию и начинаете применять ее в своей жизни, и если вы делаете это правильно, вы должны получать новый опыт. А новый опыт тогда через обратную связь от вашего окружения начинает обогащать саму схему в вашем мозге. И когда эти схемы встанут на свои места, то мозг производит химическое вещество, которое вызывает ощущение чувств и эмоций. В тот момент, когда вы чувствуете эмоцию от пережитого, вы учите ваше тело химически понимать, что ваш ум понял интеллектуально. Таким образом, мы можем сказать, что знание для ума, а переживание для тела. И в этот момент вы воплощаете эту философию, вы воплощаете истинность этого значения. А когда вы начинаете активировать новые гены, дезактивируются старые, и вы начинаете переписывать программу. А это значит, что книга о сострадании больше не теория. Вы чувствуете сострадание. Книга о лидерстве — это больше не философская информация, и вы становитесь лидером. Книга о терпении родителей — это уже не просто какие-то разговоры о том, как вы собираетесь быть терпеливее. На самом деле вы чувствуете, как преодолеваете свое нетерпение. Так что если вы в состоянии сделать это один раз, то вы должны быть в состоянии воспроизвести это снова и снова. Этот опыт. Вы начнете нейрохимически готовить свое тело к познанию того, как ваш разум делает это. И тогда ваше тело и разум будут иметь равные возможности, или тело и разум станут единым целым. Теперь это заложено в вас. Это то, что вы есть, ваша вторая натура. Стая койотов гонится за оленем. Если олень перегнал койотов, через 15 минут он возвращается на пастбище. Олень возвращается к поеданию ягод и травы, и реакция на стресс заканчивается.
Но человеческие существа настолько удивительны, что только от одной мысли могут войти в стрессовое состояние. Неважно, о чем вы будете думать. Может, о прошлом, а может, о том, что произойдет в будущем. Наша мысль запускает химические вещества, когда включается реакция на стресс. Но вы не в состоянии отключить ее. И из-за таких мыслей вы заболеваете, потому что организм не может жить в постоянном напряжении долгое время. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, вы можете включить реакцию на стресс одной силой мысли. И это научный факт, что гормоны стресса препятствуют регуляции генов, что создает болезнь, а значит, что ваши мысли могут в буквальном смысле сделать вас больным. Так что фундаментальный вопрос заключается в следующем. Если ваши мысли могут сделать вас больным, возможно ли, что ваши мысли сделали вас здоровым? Так много людей ощущает отсутствие потока в своей жизни из-за того, что живет скорее материально, чем энергетически. И тут напрашивается вопрос, что вы передаете в квантовое поле день за днем? Если вас в основном определяют воспоминания из вашего прошлого, а не представление вашего будущего, то вы не течете в свое будущее. На самом деле вы течете в свое прошлое. Вы продолжаете течь, но поток создает все те же самые обстоятельства в вашей жизни. Поэтому тут хорошо было бы подумать о том, как подключиться к этому информационному полю. И тогда, когда вы начнете открывать свое сердце, начнете чувствовать эти возвышенные эмоции, сердце начнет приходить в состояние когерентности, состояние упорядоченности, и у сердца есть измеримое магнитное поле, которое оно создает. Ваше сердце — это ваш центр целостности и единства. Это союз полярности и двойственности. Именно в этом союзе мы чувствуем меньше отделенности и больше связи. Это измеримое магнитное поле энергии является частотой, и эта частота несет в себе информацию. И тогда, чтобы вы могли вернуться в поток, вам придется отпустить вызывающие зависимость эмоции стресса, отделяющие вас от ваших мечтаний и будущего. Потому что сама природа этих химических веществ заставляет нас стать материалистами, определять реальность с помощью органов чувств. Когда мы создаем возвышенное чувство, мы начинаем ощущать связь с чем-то большим. Мы чувствуем, что больше не отделены от наших мечтаний. Эмоционально мы ощущаем себя, как будто они уже осуществились. Та частота, которую вы излучаете, энергия, которая выходит за пределы вашего тела, это и есть магнитный заряд или магнитное поле. Она несет в себе намерение, сообщение, информацию. И именно тут лежит видение вашего будущего, в этой энергии. Люди, которые практикуют это, меняют свой мозг и тело так, что начинают жить не в прошлом, а в будущем. И тут подумайте вот о чем. Ваше тело всегда следует за вашим умом. И когда у вас есть мысль встать утром и пойти в туалет, у вас появляется видение этого туалета, и вы заметить не успеете, как ваше тело уже следует за вашей мыслью в туалет, к известному. У вас есть видение того, как вы завтракаете на кухне, и вы видите в своей голове картину стола, за который вы собираетесь сесть, и еды, которую собираетесь съесть, и ваше тело следует за вашей мыслью к уже известному на кухню. Итак, ваше тело всегда следует за вашим умом. И вот тогда, что если вместо того, чтобы уделять внимание тому, что вам в жизни знакомо, что если перевести внимание на неизвестное, на новый для себя опыт? Куда вы направляете свое внимание, туда вы вкладываете свою энергию. И вот вы начинаете вкладывать свою энергию в новое будущее. Вновь и вновь наведываетесь в него изо дня в день. Передаете новую информацию в это поле. И спокойно, своими возвышенными чувствами привлекаете к себе желаемый опыт. Если бы вы делали это каждый день, ваше тело следовало бы за вашим умом в состоянии потока, к неизвестному опыту, точно так же, как оно следует за вашим умом в туалет каждое утро.
Какое отношение это имеет к делу? Знаете, когда вы в потоке, когда результаты в вашей жизни достигаются без усилий благодаря синхронистичности, интуитивной прозорливости, совпадениям и иным возможностям, приходящим как побочный эффект того, что вы сменили энергию, то все это обратная связь от вашей среды, сообщающая вам, что вы теперь соединены со вселенским разумом. Именно когда вы начнете видеть эти результаты в своей жизни, те эмоции, которые вы будете испытывать в результате этих синхронистичностей, вдохновят вас творить вновь и вновь. И вот вы уже начинаете видеть в своей жизни знаки, и знаете, что уже приближаетесь к своему будущему. И именно энергия эмоций, которые вы испытываете, побуждает и вдохновляет вас снова творить. И вот тогда, если вы вновь воздействуете на поле своим намерением и начинаете творить достаток и привлечение опыта своим возвышенным чувством, тогда в вашей жизни будет больше потока. И когда вы в этом совсем преуспеете, ваше состояние бытия, то есть то, как вы думаете и ощущаете себя, полностью подключится к будущему. И когда вы станете поддерживать это измененное состояние ума и тела, независимо от условий вашей среды, независимо от эмоций и старых привычек, связанных с вашим телом, и независимо от времени, вы точно увидите измеримые изменения в своей жизни. И они всегда будут приходить самым неожиданным образом. И приходят они самым неожиданным образом, потому что ожидаемое по сути своей просто не может быть чем-то новым. Они должны быть удивительными, должны разбудить вас, должны застать вас врасплох и доказать вам, что то, что вы сделали внутри себя, произвело результат снаружи. Вот где становится интересно. Потому что, когда вы сможете соотнести изменения, которые делаете внутри себя, с тем результатом, который вы производите снаружи, вы увидите, чего вы достигли, и вы захотите это повторить. Теперь вы ощутите большую степень потока в своей жизни. И когда вы можете обратить внимание на то, как вы думаете, когда вы можете осознать эти мысли, когда вы можете осознать, как вы действуете, когда вы внезапно осознаете, я чувствую себя несчастным или чувствую вину. Я даже не знал, что это было несчастье или чувство вины, потому что я все время так себя чувствую. Наблюдение за этими программами, этими состояниями души и тела, означает, что в этот момент вы больше не программа. Вы сознание, наблюдающее за этими программами. Вы начали.